По статистике, у каждого практически третьего человека в мире то или иное нарушение психологического состояния. Позвонить кому-то, сказать: ты когда мне долг вернешь? Пойти к соседке, наконец, выяснить, почему там батареи протекают. Мы привыкли обрабатывать огромное количество страданий и боли, но совершенно не умеем быть долго с любовью и спокойствием. Каждые 5 минут новые новости, каждые 5 минут новые данные, новые вводные. И, естественно, мозг просто не понимает, а как? Как быть, что делать? И возрастает тревожка. Другие люди, они же тоже не дураки. Их древний мозг прекрасно считает, что здесь что-то не то, какая-то подстава. Венец человеческого энергетического потенциала – это прямостояние. Если нам не нравится на уровне физиологии его запах, у нас ничего в долгую не получится. Друзья, вы сейчас кайфанете. Знаете почему? Потому что мы будем говорить про мозг. Ваш мозг будет сейчас кайфовать. Надеюсь, и тело также, и чувства, все ваши 5 чувств будут задействованы. Сегодня у нас в студии с нами врач-невролог, доктор медицинских наук, основатель 2 клиник, своих методов авторских, да, я так поняла. Анна Прохорова приехала к нам из солнечного Ташкента. И будем разгонять темы мозга сегодня, всего, что связано с ним, с эффективностью, с разными преградами, которые есть у нашего мозга, что ему мешает, что ему помогает, что делает его более эффективным. Анна, я очень рада вас видеть. Взаимно. Я тоже очень рада, и очень рада, что буду теперь ассоциировать Алматы и Казахстан именно с вами. Я надеюсь, и не только. У нас очень много классных людей, мест, событий. Да, безусловно. Но знаете, есть очень интересный закон у мозга, называется синдром края. И мозг лучше запоминает то, что он увидел, услышал, потрогал в начале и в конце. Поэтому вот эта вот история про то, кого ты видишь первым, когда приезжаешь, с кем ты соприкасаешься, и кого ты видишь в завершении, а я сегодня улетаю, как раз-таки есть синдром края. Это очень интересный факт. Да, и очень интересно. Это как в анекдоте про Штирлица, да? Он избивал какого-нибудь шпиона, а потом в конце говорил: спички есть? Да, заканчивал на высокой ноте. Заканчивал на высокой ноте, да? Это теория края относится и к фразам сказанным, да? Конечно. Когда вы о чем-то говорите, например, вам нужно сообщить какую-то новость в семье, или же поругать сотрудников за то, что они не очень хорошо работали. Вы в любом случае начинаете с хорошего, то есть хвалите, потом говорите в середине то, что вам важно сказать, а потом завершаете опять на хорошей ноте. Тогда у людей будет адекватное состояние после беседы с вами. Серьезно? А это работает со всеми поколениями? Конечно. То есть вот сейчас зумеры, с ними вообще так, по-моему, нельзя разговаривать. Зумеры, альфа, вот какие отличия? Вы изучаете поколенческие? На самом деле это очень интересная действительно такая история про зумеров, про альф и про различные поколения, потому что есть такое понимание церебральный сортинг. Это изменение прям структуры мозга на линейке времени, когда под воздействием окружающей среды, под воздействием тех факторов, которые влияют на мозг, те же самые гаджеты, меняется и структура мозга, меняется тип принятия решений, меняется все то, что усложняет наше взаимодействие. Например, ко мне в Академию ментальной эффективности очень часто приходят с запросом на обучение женщины, которые не могут понять своих детей, не могут понять своих подростков, не могут понять подрастающее поколение сотрудников и так далее. Им сложно даже собрать команду, потому что молодежь креативная, молодежь талантливая, но нету вот этого коннекта правильного. Вот от чего он зависит? Он зависит от того, какие ценности, что важно. То есть, например, вот поколение миллениалов – это про успешный успех. Это про то, что очень важно реализовать свою миссию, свое предназначение, свои цели достичь, потом еще больше, дальше, выше. И зачастую поколение миллениалов – это про выгорание на сегодняшний день. Да, однозначно. Это то, с чем мы как раз-таки и работаем. А вот у поколения зумеров совершенно другие ценности. У них про кайф, про вайб, про то, чтобы наслаждаться моментом, процессом. То есть если мы с вами больше про результат, то сегодняшнее поколение больше про процесс. И вот когда мы понимаем, что
очень важно правильно организовать процесс тому или иному человеку, потому что мы можем понять его мозг, понять язык его мозга, понять язык его тела, его поведения, то, конечно, коннект установить гораздо лучше. Вопрос в том, что важно конкретному человеку, какие у него потребности. Вот это, кстати, очень интересно. Действительно, есть прям поведенческие, и даже вот есть же наука такая, да, behavioral экономика, даже поведенческая экономика. Мы даже по рынку маркетинга и продаж видим, как принимают решения миллениалы и как принимают решения зумеры в покупке, даже в обычной, да. Сейчас они любят вот этот вот на эмоциях покупать то, что не нужно. Это же основные характеристики. Конечно. Но при этом через все эти поколения, допустим, иксы, миллениалы, зумеры, есть вот эта тревожка, а она откуда берется? Получается, если миллениалы про больше выгорели, то мы должны распаковать еще, что такое выгорание, да? А эти шопятся все, мне такое ощущение, что зумеры только шопятся все сидят. Но это опять-таки способ снизить тревожку. Это все и способ создать контакт с реальностью. Способ почувствовать, что я на что-то влияю, что-то могу. И на самом деле тревожка, как принято ее называть, да, в народе, вот это тревожное состояние, сейчас по статистике у каждого практически третьего человека в мире то или иное нарушение психологического состояния, в том числе повышенная тревожность, в том числе маскированная депрессия, в том числе различные расстройства, которые эмоциональные, поведенческие, которые мешают проживать качественную жизнь. А что такое тревожка? То есть на уровне нейробиологии это что? Это коктейль из кортизола, адреналина, чего? Да, то есть это когда гормоны стресса, которые на самом деле эволюцией задуманы для того, чтобы мы были в тонусе, когда что-то случилось, и могли предпринять какие-то действия в моменте, напасть, убежать и так далее, зашкаливают настолько в силу хронического своего высокого уровня, что начинает блокироваться кора головного мозга. То есть на высокого уровня гормонов стресса в длительном их нахождении в крови блокируется кора головного мозга, которая у нас является той частью, которая отвечает за принятие решений, за логику, за анализ, за принятие решений. И мозгу очень важно прогнозировать. И вот эта часть мозга тоже отвечает за прогноз. Если мы не можем прогнозировать, если мы не можем фокусироваться на том, что будет, что нам нужно сделать, а этому способствует не только высокий уровень стресса, но и то время, которое наступило, неопределенность, каждый день новые водные. То есть такое ощущение, что вы идете по лесу, у вас есть точка Б, куда нужно прийти, но у вас каждые 5 минут подгружается новая карта. Вот просто представьте, да, вот это состояние сегодняшних людей. Это то, с чем, опять-таки, я работаю, и это то, для чего ко мне приходят люди на обучение, потому что наш мозг никогда за всю свою эволюцию не жил в таком быстром и насыщенном, с огромным количеством картинок и их сменой времени, которое наступило сейчас. И наш мозг не обучен вот к такому быстрому перестраиванию. Ну вот каждые 5 минут новые новости, каждые 5 минут новые данные, новые вводные. И, естественно, мозг просто не понимает, а как? Как быть, что делать? И возрастает тревожка, потому что он не может прогнозировать. Он не может выстраивать какие-то якоречки впереди для того, чтобы выстраивать какую-то логику действий. И, естественно, кто-то шопингом начинает себя успокаивать. Вот я что-то купил, мне это привезли, значит, я ситуацией управляю. Кто-то начинает делать какие-то другие действия, впадать в какие-то зависимости и так далее, лишь бы как-то успокоить свою нервную систему. А как лучше всего успокоить нервную систему? Ну, не шопингом, не думскроллингом, не там зависанием. А что было бы максимально эффективно? Для начала нужно вспомнить, что мозг может принимать решения эффективные, только находясь в настоящем моменте. А большинство людей, 70% своего времени сейчас находятся либо в прошлом,
как там было хорошо, или же мы западаем на какие-то обиды, на какие-то неудачи, на какие-то истории, которые нас особо не радуют, жалеем о чем-то, сожаление, либо в будущем, а как будет, а страшно, а я не знаю, а получится, не получится. И, естественно, в настоящем времени у мозга остается внимания очень мало. А тело-то, с помощью которого мы можем действовать только в настоящем, у нас же нет машины времени. Поэтому Только тело всегда в настоящем. тело всегда в настоящем, но мы не можем с вами отнестись, то есть мы можем мыслями унестись сейчас, например, там в Дубай, но тело-то здесь, и тело гораздо медленнее мозга. Поэтому вот эта вот В каких-то история вещах. абсолютно во всех. Но в этой восприятии пространства оно лучше, да? Но пространство-то все равно сначала пеленгуется головным мозгом. То есть у нас есть определенные структуры, которые отвечают за наше восприятие пространства, в том числе мозжечок, в том числе ретикулярная формация. И потом уже это все очень быстро передается телу. Либо какие-то восприятия, да, то есть вот тактильное ощущение, и это опять про настоящее. Да, то есть вот нам нужно потрогать, нам нужно осознать, что мы здесь, чтобы эти импульсы дошли до мозга, и мозг как бы заземлился. Поэтому, возвращаясь к вопросу, вот та самая тревожка, что нужно делать, чтобы вот максимально быстро помочь себе, своему мозгу, своему телу сфокусироваться на настоящем. Элементарно руки под холодную воду, умыться холодной водой, глубокое дыхание. Да даже если мы с вами начнем зевать, вот просто сидим и будем имитировать глубокое вот такое вот прям, как будто на нас никто не смотрит, вот такое зевание, подтягивание, уже мозг успокоится. Знаете почему? Почему? Потому что когда мы куда-то бежим, мы не можем зевать. Мы дышим поверхностно, а мозг верит телу. То есть начнете зевать, прям вот раскрывая, не как культурная женщина, а вот именно вот так вот, как пантера, да, на солнышке, прям зевать, подтягиваться. И уже, поскольку мозг верит телу, он понимает, так, тело расслаблено, Безопасно. мы зеваем, значит, на нас никто не нападает. И плюс, когда мы зеваем, мы получаем дополнительную порцию кислорода, а это про выработку энергии. Так что это вот такой прям лайфхак вам в моменте. Спасибо большое, я вот этого точно не знала. Да. Очень интересно. Я думала, зевание — это такой способ добрать кислорода, да? То есть... Способ добрать кислорода в том числе, безусловно. И это способ расслабиться, потому что, еще раз, когда мы находимся в состоянии опасности, мы точно не можем зевать. А мозг так устроен, что он напрямую верит телу. Потому что 2/3 мозга обслуживают движение. Эволюционное движение гораздо более взрослое, более раньше появилось, нежели речь. И поэтому 2/3 нашего мозга обслуживают движение. И именно через тело, прежде всего, через правильное с ним обращение, на чем выстроена вся моя философия, которой я обучаю людей, Brain-Body Connection, как правильно соединить мозг и тело, и забрать себе в ежедневное использование те инструменты, которые вне зависимости от возраста, ситуации, обстоятельств, пола помогут вам быстрее прийти в состояние нейробаланса. Вот это очень интересно, Анна, потому что, представляете, однажды мне один человек, специалист по движению, сказал, что венец человеческого энергетического потенциала — это прямо стояние, это Конечно. Homo erectus. То есть, смотрите, когда мы лежим, мы занимаем такую-то площадь, и энергии уходит мало, чтобы лежать. Когда мы сидим в 2 раза меньше площадь, 2 раза больше энергии. А прямо стояние, ты на стопах стоишь, и ты должен все это контролировать, не упасть об асфальт лицом, не ходить криво. И на это уходит колоссальное количество энергии. Да, я, кстати, об этом говорю на своем YouTube-канале очень много, про то, что осанка, умение правильную вертикаль держать, это как раз-таки про наше взаимодействие не только с гравитацией, потому что до 50% всей энергии уходит на то, чтобы мы с вами не падали. Гравитацию, да, то есть мы люди прямоходящие. И когда у нас прямая спина, когда у нас правильно выставлена голова, у нас глаза смотрят в сторону цели. Нам для чего эволюция расположила глаза спереди?
ни на макушке, ни на затылке. Глаза смотрят в сторону цели. Круто, да? Когда вы кого-то ругаете, что делает человек? Опускает глаза. Но когда человек с высокой самооценкой точно знает, что он прав, точно знает, что у него есть все основания защищать свои границы, свое мнение, свое решение, будет ли он опускать глаза? Точно нет. А вообще с чем связано, кстати, очень многие отводят глаза, даже есть, по-моему, рилсы такие, что кто-то, кто не смотрит в глаза, правда, недосмотренный мной. Что это значит? На самом деле очень сложно выдерживать взгляд. И для этого очень важна не только внутренняя самооценка, вот эта вот уверенная вертикаль, положение по определенной, скажем так, социальной и иерархической лестнице, но и достаточный уровень жизненной энергии. То есть умение выдержать реакцию другого человека на тебя – это признак уровня твоего уровня жизненной энергии. И посмотрите, например, National Geographic, да? То есть сначала, когда животные встречаются, например, волки, собаки, львы, неважно, никто не бросается друг на друга. Они сначала взглядом. Насколько у тебя батарейка? Насколько хватит у тебя батарейка, да? То есть если человек понимает, что я не могу выдержать взгляд, все, я отступаю. Кайф. Это кайф, конечно, и поэтому даже на переговорах, вот ко мне очень часто приходят именно для того, чтобы понять, как правильно через нейробиологию, нейробиология, по сути, занимается изучением поведения людей. И вот как правильно с точки зрения нейробиологии выстроить работу команд, выстроить общение с другими людьми. Вот когда вы сидите на переговорах, очень важно не садиться вот так, важные переговоры, допустим, да, то есть там цена ошибки высока. Важно не садиться вот так друг напротив друга, потому что когда вы сидите вот и смотрите в глаза друг другу, а вы два сильных партнера, все, мозг начинает через 3 минуты считывать, это опасно, он на меня смотрит в упор, что-то не так, да, включаются инстинкты. Лучше сесть чуть-чуть по диагонали, так выстроить положение переговорных моментов, то есть, например, стулья поставить заранее, да, или же если вы приходите самой подвинуть свой стул, чтобы вы смотрели чуть-чуть, были чуть-чуть по диагонали друг от друга. И тогда не будет спровоцированных, непонятных, откуда взявшихся конфликтов, вот этого противостояния. Вообще очень интересно. Я сама веду, кстати, курс по переговорам, представляете? Вот. Переговоры с террористами. И там есть такая стратегия, называется истощение дофамина. Я про это тоже рилс снимала. Да. То есть очень нейробиология в переговорах занимает центральное место. Конечно. То есть истощение дофамина, у меня, по-моему, сестра использует этот метод. Это, знаете, когда вот идут переговоры, и ты все высказал, все сказал, говоришь, вот это те условия, Анна, которые я вам предлагаю. Как они вам? И моя сестра начинает задавать вопрос. А можете объяснить еще раз? Я не поняла. А ты уже выложился, все, у тебя дофамин закончился, ты ждешь как бы вознаграждения, ты ждешь заключения сделки, контракта. А она говорит, я не поняла. Она не специально это делает, но я ее называю, мы даже в чате прикалываемся, дофамин деплитер, да, то есть истощитель дофамина. И в конце, оказывается, человек на переговорах тебе уже просто в конце готов все рассказать, все отдать, потому что у него нет уже энергии бороться за свой контракт первоначально. Потому что очень важно получить тот результат, и когда у нас идет подъем дофамина, после него всегда идет спад. Всегда. И поэтому грамотные переговорщики заходят в переговоры ради избежания такой дофаминовой ямы глубокой, без особых ожиданий. И вот тогда это поможет вам избежать вот той самой дофаминовой ямы, и вы не позволите себя подсадить на крючок. Тоже лайфхак. Конечно, Классный. потому что когда вы встаете и уходите первым или завершаете разговоры первым, тогда дофаминовая яма случается у того, кому вы хотите продать. Интересно. В общем, там очень много всего. Да, там очень много тонкостей, и нужно каждую ситуацию, безусловно, рассматривать отдельно. То есть нету какого-то общего рецепта для всех. Есть общие, скажем так, пункты, хот-поинты. Но детально, конечно же, вот так же, как разборы мы проводим, точно так же каждые переговоры нужно разбирать по отдельности. Анна, вы так интересно рассказываете. Если мы пойдем вот от мозга, да, от нейробиологии, потому что вы сегодня принесли Да. в студию, если можно. Его зовут Наум Наумыч.
Наум Наумович? Да, для своих наумчиков. Впервые гость приходит с 2 мозгами. Сейчас у нас в студии 2 мозга. Чего-то здесь, вы сказали, не хватает. Да, здесь по дороге, да, одна гемисфера мозжечка куда-то выпала, ну ничего страшного. Вот мозг. Получается, у нас как будто есть... Я правильно понимаю? Вы мне, пожалуйста, я дилетант, но я буду задавать вопросы такие, которые меня интересуют. Значит, из того, что я изучаю, есть у нас лимбическая система. Это такой древний мозг, который... Да, глубинные структуры. Глубинные структуры. Ему там миллионы лет, 250 там, или сколько миллионов лет. И мы всегда привыкли бей, беги, замри, это туда, да? Да. Потом мы достаточно новое приобретение, это у нас кора головного мозга, да, со всеми процессами. И когда, вот как нейрофизиологи, которые к нам приезжали, они всегда смотрят на истощение корковых процессов, и у человека, у которого они истощены, каким-то образом всегда он будет действовать только в режиме импульса. Очень импульсивно, да. И вот кто за что здесь отвечает? Можно такой нам небольшой экскурс? Ну, во-первых, если мы возьмем мозг вот так вот в целостной структуре, то прежде всего вот то, что покрывает этот мозг, борозды, извилины, по-другому это называется паллидум или плащ, потому что если мы развернем, вот это, кстати, размер мозга взрослого человека. Вот он помещается на ладони. И весит он кило 200, кило 300, но если мы, допустим, разложим всю кору, расправим все вот эти борозды и извилины, то это будет, ну, чуть больше, чем вот ваш стол, то есть 800 квадратных сантиметров. То есть, и вот эта вся кора головного мозга, она отвечает именно за те самые корковые функции: память, речь, внимание, восприятие, принятие решений, синтез, гнозис, анализ и так далее. И она самая молодая, действительно, и она может включаться только усилием воли. То есть если глубинные вот эти вот структуры лимбические, вот здесь они находятся, это артерии, питающие мозг, они включаются по умолчанию, да, моментально, буквально там через несколько миллисекунд, то для того, чтобы, во-первых, импульс дошел до коры, ему нужно достаточное количество энергии нашему мозгу, потому что чисто физиологически, да, он находится выше, эта кора, а во-вторых, нужно включить усилие воли, то есть подумать, принять решение, проанализировать — это усилие воли. Это самоконтроль. И для этого нужно очень много той самой витальной энергии, качественной работы тех же самых митохондрий, которые энергию вырабатывают, достаточное количество нейромедиаторов, того же самого дофамина, чтобы мы своей человеческой разумной частью мозга пользовались. То есть самая разумная часть, условно, это наш лоб. Да, это наш лоб, он находится, он самый молодой, он находится как раз-таки вот за лобной костью. Лобная кость черепа, кстати, самая плотная, самая толстая из всех остальных. Поэтому мы тараним, да, вот в прямом и в переносном смысле. Поэтому, чтобы наш лоб включился, самоконтроль включился, нам нужно соблюдать определенные условия обращения с собственным мозгом. И, такие как? Такие как прежде всего как сон. Прежде всего как сон. Потому что я всегда говорю, посиди тут, мой хороший, вот собачки приходят, да, на подкаст, а я с мозгом. Вам сумочка для него нужна отдельная. Потому что сон – это важнейшая инвестиция не только в ваше качество жизни, но и в ваш бизнес, и ваше умение принимать эффективные решения, от которых в том числе зависит ваш бизнес, ваша личная жизнь, ваше взаимодействие с другими людьми, ваш внешний вид. И поэтому после 30, когда природа снимает с нас гарантию, сон – это важнейшая часть нейробиологической страховки для того, чтобы мы не вылетели в кювет, когда нас жизнь закручивает по спирали. Поэтому не только длительность сна, но и качество сна – это вот то, на что нужно прям вот как молитва. Вот гигиена, как молитва, прям как должна гигиена. То есть нужно понимать, что это важнейшая инвестиция. Это то, что будет нам давать дивиденды по умолчанию, если мы будем придерживаться этого правила. Потому что мы треть своей жизни спим, мы так устроены. Мы не можем себя переделать.
Но мы не можем переделать. Но вот сейчас биохакеры хакят сон каким-то образом, там эту фазу углубляют, есть какие-то новые фишечки? То есть то, что делают биохакеры, они улучшают качество сна, потому что у нас есть там различные фазы, определенные фазы влияют на определенные задачи, которые выполняет мозг и посвящены определенным задачам, но уменьшить количество сна, то есть сделать его меньше. То есть у нас большинство людей, 90-95%, взрослых людей должны спать в среднем 7-7,5 часов. Есть очень маленькое количество людей, которым достаточно 5-6, но это скорее исключение из правил. И вот что делают биохакеры, они, те, которые грамотно подходят к этому вопросу, да, то есть нужно понимать, что не все те, кто говорит, что он грамотный биохакер таким является, они углубляют именно медленную, глубокую фазу сна для того, чтобы те процессы восстановления, которым эта фаза посвящена, проходили максимально качественно, чтобы консолидация памяти происходила лучше, да, чтобы обучение, то есть все, что мы изучаем днем, неважно, мы взрослые или дети, укладывается в мозг ночью. Поэтому, если мы спим поверхностно, естественно, память начинает страдать. Та же самая иммунная система, активация клеток, которые отстреливают атипичные клетки, раковые клетки, они у нас каждый день образуются, тоже происходит во сне, вот в эту же самую фазу. Мелатонин образуется из серотонина, то есть тот самый нейромедиатор, который ни разу не гормон счастья. Серотонин – это, и вот я об этом, мои ученики, которые приходят, говорят, как, это же гормон счастья. Я говорю, нет, сейчас я вам расскажу, что это такое. Это нейромедиатор нашей толерантности к несчастью. И поэтому у всех лидеров, у всех людей, которые могут вести за собой других, неважно, в семье, в компании, в стране, в городе, в мире, всегда очень правильный и высокий уровень дофамина плюс серотонина и туда чуть-чуть норадреналина. Потому что у лидера свой особый запах. Вот когда лидер заходит, на него все смотрят. Он может ничего не говорить. Когда слышно лидера, когда он молчит? Как понять, кто лидер в комнате? На него поворачивают голову. Если он молчит, всем становится тревожно или интересно, что происходит. Заметно, когда он молчит. Интересно. У вас бывает и такое? Вот смотрите, а чем тогда считывают? Вот вы сказали, да, до этого я хочу вернуться 2 шага назад, вы сказали, что мозг у нас обрабатывает информацию, но вот невысказанная информация, она чем считывается? Вот я как пойму, что вы лидер? По запаху? То есть... у меня есть такой интересный подкаст про запах на Ютубе, потому что запах – это древнейшее наш канал восприятия, самый древний. Мы можем обо всем договориться, мы можем обо всем, скажем так, по поводу всего дать себе аргументы в отношении другого человека. Но если нам не нравится на уровне физиологии его запах, и это не про личную гигиену, это про запах, который исходит от человека как от биологической единицы, у нас ничего в долгую не получится. Ничего не получится. И как мы считываем других людей? Прежде всего, включаются те же самые инстинкты, тот же самый древний мозг. Мы считываем по 2 критериям. Всего по 2. Первое, нам этот человек опасен или не опасен. Это считывается через его движение. Он может еще даже рот не открывать. Он может прекрасно внешне выглядеть. Но его движения для нашего мозга представляют опасность. И второе, когда уже он начинает говорить, естественно, тоже там, да, идет вот эта вот градация. А вот без разговора, без разговора, да, то есть вот агрессивные движения, движения такие вот протыкающего характера, такие напористые, естественно, нам опасно. То есть если он сверху вниз вот так на нас, конечно, опасно. Если он вот так будет здороваться, вот так стакан ставить, да, там, естественно, нам опасно, если он будет там с ноги дверь открывать. Конечно. То есть если он заходит, и много визуального кинетического шума создается. Опасно. То есть и мозг, древний мозг, который не умеет думать, он за миллисекунды считывает, сканирует движение человека. Причем, что интересно,
допустим, если человек вдалеке, мы еще даже можем не видеть, сколько ему лет, как он одет, да даже можем не различить, это мужчина или женщина сначала. Но то, как он двигается, мы различаем контуры. И уже древний мозг начинает пеленговать. А второй очень важный критерий, то есть задача нашего мозга – наша безопасность. Поэтому первый критерий, который будет он отслеживать, это безопасность. И это как раз-таки память тела. Почему, например, обратите внимание, когда переговоры вживую идут или переговоры по телефону, какие успешнее? Где больше вероятности, что вы закроете сделку или придете к общему консенсусу, который обоих устраивает? Я даже не знаю, живьем. Конечно. Да. Конечно, потому что когда по телефону человек вас не видит, и его мозг начинает додумывать. Вы человека не видите. А посмотрите, когда, например, опытные дикторы, ну вообще любой диктор, который выходит, он опытный, по идее, когда он ведет какую-то передачу, руки всегда видны. Потому что древний мозг считывает, если рук не видно, значит там оружие, камень или что-то еще. Попробуйте вести переговоры или разговаривать с человеком, спрятав руки назад или в карманы. Вы получите меньше результата, нежели когда он видит ваши открытые руки. Вот это первый критерий. А второй критерий – это хочется ли вам с этим человеком размножаться. Вот он, размер мозга взрослого человека, то есть ваш. И мы в своем клубе «Прокачка» рассказываем про все факторы, которые влияют на стресс и на то, что наш мозг купается в кортизоле, в гормоне стресса, как он снижает всю нашу эффективность, иммунитет, фокус, внимание. И я приглашаю вас в наш клуб, потому что мы глубоко копаем все эти темы и даем много практических советов в очень легком, удобоваримом формате для вас. Минутные, двухминутные аудиоподкасты, врачи. Все в клубе живет и дышит только одним, чтобы мы были более эффективными, здоровыми, счастливыми и спокойными. Потому что только тот мозг, у которого прекрасно работают корковые процессы, может выдавать гениальные вещи, креативить, творить, любить и лететь в космос. Ссылка на наш клуб вас ждет в описании, и вы будете с нами, со своими единомышленниками, которые хотят разобраться во всем, связанным со здоровьем и в первую очередь здоровьем мозга. И это не только про секс и про деньги. Можно у вас слово «секс» говорить? Конечно, вообще. Отлично. Вот, то есть это не только про секс и про детей. Да? Это про то, что насколько мне хочется к энергии этого человека присоединиться и что-то вместе сотворять. С ним создавать. Угу. Неважно, это проекты, это подкасты, это обсуждение каких-то идей, да просто кофе мне с ней хочется попить или нет. Проинвестировать свое время, свою энергию в общение с этим человеком. Вот эти два момента, то есть это эволюционно безопасно или нет, и продолжение будет у меня с этим человеком. Если я хочу с этим человеком продолжение, мозг понимает, да, горят глаза, да, там много энергии, да, это интересно. Все, вот это два таможенных поста, которые нужно пройти для того, чтобы дальше все было, ну, скорее всего, хорошо, нежели плохо. Ну и вот заходит лидер, он молчит, сел, и все считывают. Они вот эти две вещи считывают? Лидер – это история, да, про то, что к лидеру хочется присоединиться. С ним спокойно, с ним понятно, с ним не страшно, с ним интересно. Что ждет стая от вожака? Опять-таки, это нейробиология. Задача вожака – сделать так, чтобы стае было безопасно, то есть защищать ее, и сделать так, чтобы стае было не голодно, чтобы стае было что есть. То есть приносить еду или возможности существовать и защищать свою стаю. Это задача лидера. И если он эти задачи выполняет хорошо, первичные, то его стая будет всегда его защищать, всегда за ним идти. И здесь есть обратная сторона медали. Если лидер перестает выполнять эти задачи, стая его же и уничтожает. А как же совет мудрейших?
старейшин, Объясняю, потому аксакалов. что... Да, это нейробиология, опять-таки, это иерархия человечества, то есть это иерархия всего живого. То есть лидер, он всегда может быть только один, это альфа по рангу, да, нейробиологическому. Это то, что я очень люблю тоже объяснять и рассказывать. А есть беты. Это тот самый совет старейших, это те самые топ-менеджеры, это те самые серые кардиналы, это те самые советники. И беты как раз-таки управляют дальше всей стаей. То есть самые приближенные к альфе, к лидеру, это беты, это его совет директоров. И бету никто не может условно клевать, кроме альфы, кроме лидера. Но топ-менеджерам, бетам разрешено клевать всю остальную стаю, потому что они управляют. Я в переносном смысле говорю, в стае всегда есть порядок клевания. Кто первый подойдет к кормушке? Всегда есть порядок клевания. Сначала подходит лидер, потом подходит совет директоров, и потом подходят все остальные. И это и есть та самая справедливость. Она бывает только снизу вверх, вернее, только по горизонтали. По вертикали не бывает справедливости. Там есть правила эволюционные. То есть только когда мы сравниваем, мы можем требовать справедливость. А когда мы смотрим вот такую пирамиду иерархическую, там есть правила и нормы, и они заложены не нами, эволюцией. И поэтому чем лучше работает тот, кто внизу, тем больше идет ресурсов наверх, распределяется и больше спустится вниз. Вот такие вот интересные истории в нейробиологии. Очень интересно. А вот возвращаясь к структуре мозга, я недавно читала очень интересную статью про амигдала хайджек. Давайте вот про это расскажем, потому что есть такой там практический момент. Вот сейчас детям, которым там 3-5 месяцев, ставят перед ним, вот он лежит еще, а перед ним мама ставит такую игрушку, знаете, такая китайская есть игрушка, которая сама бегает, прыгает, у нее все светится, голова крутится, она поет песни, и вот это gummy bear, она вся светится. И кто-то из нейропсихологов детских написал: прекратите давать такие игрушки, потому что вы усиливаете тревожность ребенка. Это же у нас миндалевидное тело. Вот если вы расскажете про страх, миндалевидное тело, правильные игрушки, и вот что делает амигдала, миндалевидное тело? На самом деле амигдала, миндалевидное тело, это часть нашей лимбической системы, да, то есть тех самых глубинных структур мозга, она находится в глубине височной доли, то есть здесь ее не видно. И она пеленгует наше пространство на предмет опасности, на предмет того, это тревожно, не тревожно, это нам причинит вред, не причинит вред, а все, что нам неизвестно для нас, на самом деле, прежде всего проходит через фильтр, опасно нам это или нет. И вот что касается ребенка. Дело в том, что для ребенка очень важно до года, то есть первый год жизни, установить правильный контакт с живыми взрослыми. Не с игрушками, не с гаджетами, не с какими-то навороченными маленькими приспособлениями и так далее. То есть ребенок должен видеть перед собой образец того, что есть нормально и правильно. Он должен видеть лицо мамы, лицо папы, лицо няни, неважно. Главное, чтобы у ребенка до года, это называется, первый год жизни называется социальная матка. То есть там начинает формироваться правильная привязанность и правильное взаимоотношение с миром вообще на всю его жизнь. То есть и должна быть одна взрослая персона, которая максимально много будет проводить время с ребенком до года. Носить его, обнимать, тактильный контакт, разговаривать. Ребенок видит, как произносятся те или иные слова, что значит улыбка, что значит эмоции, что значит речь твоя родная. То есть ребенок же не учит речь за партой, он же по принципу копипаста начинает это все воспроизводить. И поэтому, если даже вдруг у мамы, так получилось, нету возможности, мама там, либо плохо себя чувствует, либо она бизнес-леди и вынуждена выйти на работу, либо у нее декрет 3 месяца всего, всякое бывает, да, не всегда сейчас мама может быть
с ребенком до года. Значит, должна быть та самая няня или бабушка, которая будет, скажем так, основной персоной, то есть не менять этих нянь каждые 3-4 недели, потому что ребенок не успевает адаптироваться, и у него тревога. Каждый раз новые лица, каждый раз новые голоса, каждый раз новые эмоции, запахи. Да, то есть что-то в моем мире неспокойно, нестабильно. Вот. А когда скачет вот эта игрушка, она же абсолютно не похожа на тех людей, среди которых ребенку придется жить. Вообще на реальность не похожа. Она не похожа на реальность. То есть мама целенаправленно отрывает ребенка от реальности. А мы не можем противостоять законам созревания детского мозга. То есть ребенок, если мы хотим, чтобы он вырос в здоровую, устойчивую психологическую личность, нужно соблюдать определенные правила. И это правило прежде всего человеческая, живая речь, человеческие живые объятия, стабильность вокруг ребенка. То есть для чего мы вводим ребенку режимы расписания? Это для него про безопасность. Когда ему понятно, когда он может предсказывать и понимать, что вот в это время мы кушаем, в это время мы спим, в это время мы идем гулять и так далее. Это про безопасность, потому что еще мозг ребенка незрелый, он сам не может себе это обеспечивать. И это обеспечивается режимом. Безопасно, когда понятно. Безопасно, когда рядом живое тепло. Skin-to-skin контакт, когда недоношенному. Что мы рекомендуем? Да, то есть прям носите кожа к коже, то есть дайте дозреть. Skin-to-skin. Поэтому voice-to-voice. Это все голос к голосу. Это все очень важно. Очень интересно. И действительно, оказывается, вот эта вот ранняя тревожность, она связана потом впоследствии с СДВГ. Конечно. Потому что, как говорит любимый мой Габор Мате, он говорит: представьте, я сейчас на вас обрушу нереальное количество стресса. Вот прямо сейчас, здесь и сейчас. И у вас не будет возможности сбежать или бороться со мной. Конечно. У вас случится отлет. Да? Что происходит у детей? У них нет возможности, нет энергии драться с тобой, ну вот условно агрессировать на тебя, и нет энергии бежать. И начинается аутоагрессия. И начинается аутоагрессия или отлет этот. Да, аутоагрессия, когда ребенок грызет ногти, сосет пальцы, выкручивает волосы, выдирает брови, ресницы, крутит одежду, спит с одной игрушкой 3 года подряд, она уже замусоленная, непонятно на что похожая. То есть это все признаки тревожности, детской невротичности и аутоагрессии, когда ребенок не может дать отпор взрослому в силу того, что тот больше. А для ребенка очень важно, чтобы взрослый его принимал, потому что для него любовь – это безопасность. И он, конечно, начинает разрушать себя на физическом уровне. Я сейчас сижу и думаю про своих детей, которые 3 года с одной игрушкой спят. Да. Но спать с одной игрушкой – это не про аутоагрессию, это про способ себя успокоить. То есть вот такие вот ритуальные моменты, которые успокаивают. Это вот нехватка меня, возможно. Вполне возможно. То есть одно дело спать с одной игрушкой, а другое дело везде с ней. Вот ко мне приходят в клинику пациенты, вернее, родители их приводят, и бывает так, что там уже замусоленный какой-нибудь заяц. Ну просто там вот уже, мама говорит, нам стыдно с ним куда-то уже выходить с этой игрушкой, подумать, что там мы ребенку не покупаем игрушки. А ребенок с этой игрушкой везде, попробуй отними. Но это и как решение же, то есть это же классный ребенок нашел решение. Ребенок, это и диагностика, и самое. Ребенок приспособился. И вот здесь очень важно понимать, что замещает эта игрушка на самом деле. Что замещает и эту вы игрушку. В этом помогаете разобраться? Конечно, то есть у нас целая команда работает, потому что психика ребенка и его головной мозг – это очень такой тонкий момент, в котором очень важно разбираться очень бережно. Хорошо, очень что бережно. Есть такие люди, специалисты. Хорошо, я сейчас немножко провалилась в свою материнскую часть, выходим оттуда, возвращаемся к структурам мозга. А вот интересно, да, стресс, кортизол. Вот вы говорили про этот коктейль лидера, а есть еще коктейль... Адреналиновый бульон. Адреналиновый бульон. Вот он из чего состоит? Ну, прежде всего из адреналина, но, конечно, когда мы говорим про хронический стресс, это на первое место выходит кортизол.
кортизол, который до 6 часов. Вот у нас с вами кортизол выработался. Это нормальная абсолютно история кортизоловая. То есть когда что-то случается, вырабатывается кортизол, увеличивается потребление глюкозы к мышцам, да, она нужна, идет, усиливается кровоснабжение мозга. То есть для того, чтобы мы приняли какое-то решение быстренько, вот в моменте. Но если мы не умеем с этим работать, или мы чрезмерно накручиваем себя от любой ерунды, я называю это ментальная мастурбация, жвачка, то кортизол, вот биохимически, вот он выделился, он разрушится, то есть метаболизируется только через 6 часов. И вот представьте, что вот у вас что-то произошло в течение дня, какая-то новость, которая поспособствовала выработке кортизола. И если хоть 1% гарантии того, что за ближайшие 6 часов в настоящее время у вас абсолютно ничего не произойдет того, что опять побудит вас переживать, нервничать, принимать решения, куда-то бежать, кому-то звонить, что-то предпринимать и так далее. В современном мире нет. Нет, конечно. И поэтому у нас случаются вот такие кортизоловые наслоения. И, естественно, вот этот вот стрессовый бульон, когда мы не умеем работать со стрессом, когда мы не знаем, какую технологию применять в моменте здесь и сейчас. Кстати, посмотрите на Ютубе, я прям там четко по полочкам даю. То, что происходит? Происходит поражение мозга на физическом уровне, именно повышенным, то есть этим самым кортизолом, то есть бомбардировка идет. И прежде всего страдает центр памяти, гиппокамп. Мы начинаем снижать объем операционной памяти. Мы можем помнить, что было там 30 лет назад, а куда я положила ключи, что я вчера обещала, что я сейчас хотела, боже мой, как зовут этого человека, я не помню. Я не могу вспомнить там слово, которое мне сейчас нужно, например. И начинает страдать внимание, начинает страдать концентрация, начинает, в принципе, блокироваться та самая наша любимая лобная доля, которая делает нас человеком разумным. И мы принимаем суетливые решения, мы принимаем решения не в свою пользу, мы становимся... Краткосрочные решения. Да, и мы становимся очень подвержены манипуляции. Посмотрите, как часто люди ищут каких-то волшебных гуру, какую-то волшебную таблетку, как заработать 1 000 000 за 2 дня, как стать счастливой женщиной за полчаса. Ведь это работает. Почему? Потому что у людей не хватает возможности в силу вот блокирования коры объять, принять просто критическое, то есть занять критическую позицию и спросить, а вообще это возможно? Это правда? Это действительно так или нет? То есть элементарно факт-чекинг сделать. Ну и плюс для того, чтобы мы шли куда-то сами, какие-то делали новые действия, принимали новые решения, элементарно выбирали там из 3 позиций одну, нашему мозгу нужно в 9 раз больше энергии, чем на привычное. Поэтому нам проще переложить на кого-то ответственность, когда у нас энергии нету, потому что все уходит в борьбу со стрессом. Анна, а как вы боретесь со стрессом? Вот у меня тогда такой вопрос. Как? Смотрите, очень интересный, кстати, вопрос, потому что зачастую так и задают в поисковиках, да, как бороться со стрессом. Ага. На самом деле стресс – это уникальная эволюционная реакция, которая позволяет нам эволюционировать. То есть любой внешний фактор, любая сложность, любой вызов – это наша возможность сэволюционировать, стать лучше, круче, умнее, мудрее, дальновиднее и так далее. И важна, то есть Ганс Селье получил Нобелевскую премию вообще за теорию стресса. Но нам важен не столько стрессовый фактор, который на нас влияет, он сильный или слабый, это все очень относительно для каждого человека, а нам важна наша стрессоустойчивость, наша жизнестойкость, наша способность справляться с этим стрессовым фактором без потери для здоровья и не залипать в этом стрессовом бульоне. И вот когда вы меня спрашиваете о том, как я борюсь со стрессом, я с ним не борюсь. Я
повышаю свою стрессоустойчивость. И сейчас принято говорить об этом в термине резилиентность. Да. То есть умение выходить из стрессовых ситуаций и восстанавливаться без потери для здоровья, репутации, времени для жизни и так далее. И от чего зависит резилиентность тогда? Прежде всего, резилиентность зависит от того, насколько у вас пристегнута, как я называю вот во время своих этих программ эту стратегию, нейробиологическая страховка. То есть то, насколько вы не живете в кредит у своего тела, насколько у вас внутри, в принципе, достаточно силы и энергии, чтобы реагировать. Это то, как вы спите, что вы едите, сколько воды вы пьете, что у вас с физической активностью. Там есть определенная последовательность и сочетание. Для каждого типа нервной системы нужно подбирать свои пазлы. А для всех они одинаковые, но есть нюансы. И вот смотрите, когда первый признак, что у вас недостаточно энергии, знаете какой? Когда вы не стрессоустойчивы, что вот у вас это начало падать и пора принимать меры. Вас начинают раздражать другие люди. Вот чем больше вас раздражают дети, муж, соседи, там, люди в телевизоре, люди в Инстаграме, тем больше вероятности, что энергия пошла вниз жизненная. Потому что это опять-таки про самоконтроль, это про толерантность, это про эмпатию. И накричать, сорваться гораздо легче и проще, чем выдержать паузу. Потому что паузу контролирует кора, крик контролирует лимбическая система. Для нее нужно меньше энергии. Да. Да, то есть, когда мы вот этой вот истеричной чайкой начинаем орать, это все, это про то, что нам пора идти спать. Нам пора идти спать, нам пора... Но спать ты не можешь, потому что у тебя фигачит, условно, кортизол. Естественно, поэтому, чтобы снизить кортизол, очень быстрая такая скорая помощь – это физическая активность. Вот просто элементарно попрыгать, поприседать. Вот мой муж так делает. Мы с ним ругаемся, он говорит, и убегает. Да. Побегает, можно побить и все, посуду. он уже сейчас счастлив. То есть спустить кортизол через ноги в землю, как я говорю. Потому что кортизол для чего нам выделяется? Изначально его задача, чтобы мы могли иметь достаточную физическую активность, либо бороться, либо убежать. И вот нам и нужно на это кортизол использовать. Всегда любой стресс нужно завершать физической активностью, потому что если вы во время стресса ляжете на диван, мозг запомнит вот эту вот вашу, этот ваш паттерн поведенческий. Любой стресс нужно завершать физической активностью. Неважно, вы пойдете орать и включите там воду в ванной и пойдете орать. Пойдете посуду бить, пойдете бегать, пойдете окна мыть, пойдете там старые вещи выбрасывать, пойдете. Да самое классное, знаете, когда у вас вот этот вот стресс, эту энергию направить на то дело, которое вы 100 лет не могли сделать. Позвонить кому-то, сказать, ты когда мне долг вернешь. Пойти к соседке, наконец, выяснить, почему там батареи протекают. Слушайте, вообще, кстати, это классная история. Конечно, да. То есть эту энергию... Не на своих близких обрушивать, а повернуться и сказать, так, что у меня там было все сейчас. Да, знаете, иногда я это так и использую. Кстати, в комментариях напишите нам, что вы делаете, когда вам прям вот хочется что-то сделать в таком состоянии. Кто-то сексом занимается, это и нормально? Это отлично, это прекрасно. Единственное, что если это использовать постоянно, то опять-таки возникнет нейронная цепочка в голове, я могу получить удовольствие от секса только тогда, когда я поругаюсь. Поэтому однозначно делать это основным паттерном нет. Паттерном нет. Почему эти все абьюзивные отношения так долго существуют? Потому что, как правило, что делает абьюзер? Сначала он оскорбляет, унижает физически и эмоционально, а потом какая-то ласковая маленькая порция идет. И вот ради этой ласковой маленькой порции другой человек привыкает терпеть. То есть, чтобы получить ласковую маленькую порцию внимания, тепла, любви, терпится вот такая длинная вся история. А вот так интересно, почему человек так долго... Это, знаете, недавно меня просто вынесла фраза, которая звучит так. Мы привыкли обрабатывать огромное количество страданий и боли, но совершенно не умеем быть долго
с любовью и спокойствием? Объясню. На самом деле я всегда говорю, что есть два типа людей. Одни привыкли чувствовать жизнь через радость и чувствовать себя живыми через радость, а другие привыкли, и их большинство, чувствовать себя живыми через боль. Вот это как в мозгу это, что за это отвечает? На самом деле изначально мозг фиксирует внимание на негативе эволюционно. Потому что если мы не заметим, ну вот представьте, да, первобытный строй, первобытное время, если вы бы не заметили что-то отрицательное, там тигр на вас бежит, там сосед с дубинкой, там огонь потух, то шансов, что вы выживете, очень мало. Именно поэтому отрицательные эмоции в 3 раза сильнее, чем положительные по мощностям, по наполненности. Они в 3 раза требуют больше энергии у мозга, но и дают в 3 раза больше энергии, а потом опять-таки забирают, как те самые дофаминовые провалы. А если мы не заметили бы что-то положительное, ну да, но мы бы не умерли. Поэтому мозг изначально пилингует все отрицательное. Когда вы приходите домой, вы привыкли, что дома дети шумят, а тут вдруг тишина. Да какие мысли сразу? Ой, какие молодцы, маму ждут. Или сразу какие-то негативные мысли? Негативные. Конечно. Или когда вы приходите домой, в принципе, первая мысль не такая же, ой, я сейчас сяду, помедитирую, да? Так, приготовить, поесть, в роте, там, записать подкаст, позвонить. А что здесь пыльно? А почему ботинки стоят? То есть вот это вот все. А на самом деле те люди, которые привыкли чувствовать жизнь через радость, это люди, которые переобучили свой мозг. Либо росли в тех семьях, в том обществе, где было принято именно так. И такие копинговые стратегии пошли. Поэтому ничего страшного нету, если люди сейчас осознают, что они относятся к группе большинства, которые... И начнут себя переучивать. И начнут просто себя переучивать. И самый такой простой лайфхак для того, чтобы себя переучить, прям дать себе такое задание, прям такой челлендж, заметить как минимум 3 положительные ситуации, вещи, факта в течение дня. И вечером их записать. Прям вечером их записать. То есть фокусировать целенаправленно внимание мозга на том, что в моей жизни есть хорошего. А поверьте, это есть у каждого. Элементарно, утром мы проснулись. Это хороший факт или плохой? Вообще прекрасный. Прекрасный. Мы дышим. Это хороший факт или плохой? Конечно, хороший. Нам улыбнулся ребенок на улице. Солнце вышло из-за туч, весна, там вкусный кофе, мне дверь мужчина открыл. Но мы же привыкли сразу какие-то большие замечать, огромные факты. Но если мы условно копеечка к копеечке будем складывать каждый день. Маленькие победы, да? Маленькие вот эти вот... То есть замечательная жизнь у каждого. Просто вопрос в том, что мы замечаем. Замечательно. Не бывает обыкновенных Не бывает. моментов. У всех замечательная жизнь. Просто вопрос в том, мы отпустили мозг, скажем так, на вольные хлеба, и он на автомате делает то, что он привык. Или мы прям приучиваем мозг, приучаем его к тому, что важно нам, кто кем командует. Кто альфа, кто бета. Вот это вообще очень интересная тема. Кто кем командует? Помните, мы говорили вначале про brain-body connection, да. Связь с телом. Да. Сейчас огромное количество телесных практик, и в последнее время я вот тоже стала работать со специалистами, которые вот эти состояния, то есть мы не говорим вообще слово состояние, очень редко, да, то есть мы говорим чувства, мысли, действия, то есть в основном они. Но сначала же первичное состояние, что Безусловно. для вас состояние? То есть его надо всегда в теле же якорить. Состояние – это ваше понимание, что я чувствую здесь и сейчас. И по сути осознанность. И удерживание этого, вот, да? Если мы на нейробиологический, на простой и понятный переведем слово осознанность, вот все говорят осознанный человек, а это как? Это как? Это как? Да. Ну, то есть вот дайте мне определение, что такое осознанный. На самом деле осознанный человек – это человек, который может ответить прямо вот в моменте, что я сейчас чувствую, и что со мной сейчас происходит, и что я сейчас хочу. То есть вот чувствовать себя в моменте здесь и сейчас. Вот это и есть. Я осознаю себя и то, что со мной происходит. И вот здесь, смотрите, Анна, я стала замечать, что очень многие люди
обманывают себя. Естественно. Представляете, они живут в иллюзии, и я сама такая, да, то есть я в одном состоянии, но говорю, но то есть, смотрите, транслирую другое, одно, да. но думаю, что я в чем-то третьем, то есть у нас прям расстроение такое, Конечно, настроение, да? конечно, и поэтому самые успешные люди, которые сейчас будут максимально эффективными в реализации и своих целей, и в отношениях, и вообще будут жить очень такой, скажем так, насыщенной, вкусной, красивой, яркой жизнью, это люди, которые чувствуют, делают, чувствуют, думают и делают не вот в этом расстроении, а в едином векторе. То есть то, что я чувствую, то, что я думаю, и то, что я делаю, совпадает. Прекрасно. Совпадает. И нет вот этого... Лебедь, рак и щука. Да. Потому что, как бы мы ни старались улыбаться, но если в глазах у нас грусть, невозможно, блеск глаз технически невозможно поделать. Можно технически поделать улыбку, но блеск глаз – это уровень, опять-таки, здорового, дорогого дофамина. И невозможно поделать технически блеск глаз. И поэтому, как врач, например, я очень хорошо считываю, что происходит с человеком. Не зря говорят «глаза – зеркало души». И когда происходит вот эта вот история про чувство суда, мысли суда, действия туда. Во-первых, история про то, что да, я вру себе, и на это тратится огромное количество энергии. Почему самоконтроль теряется? Потому что на то, чтобы склеить вот это все, тратится огромное количество энергии, а она у нас тоже лимитирована. И поэтому самоконтроль, сила воли и все из чата выходит. А во-вторых, другие люди, они же тоже не дураки. Их древний мозг прекрасно считает, для них, что здесь что-то не то, какая-то подстава. И самое главное, что древний мозг, он же не думает, он на уровне инстинктов это все считывает, и потом уже рациональной частью мозга мы начинаем себе объяснять и находить причины, почему я с этим человеком не иду в контакт, почему я не иду в коллаборацию, почему вроде бы хороший человек, CV прекрасное, выглядит хорошо, и все мне его рекомендовали. Наверное, что-то Марс за Венеру зашел, поэтому, да. То есть нам выгодно в любом случае находить оправдание своим поступкам. А история про то, что древний мозг считал, слушай, он не про правду. Он какой-то странный. У него троится. Что-то не то, да. Да, что-то не то. Фальшивит. То есть на самом деле мозг других людей очень четко считывает фальшь. Но вот эта вот история, про которую вы сказали, brain-body connection, люди не знают, что с ними происходит, очень сейчас тотально, да, алекситимия, то есть человек не понимает, что он чувствует. И у меня есть очень интересная история, когда ко мне пришла в обучение в академию очень успешная женщина, она юрист, она медиатор, она занимает топовые позиции. Вот все хорошо, но когда мы стали разбирать именно эмоциональную часть, выяснилось, что она не понимает вообще, что она ощущает, и мы там даем такую матрицу эмоций, и она потом она мне про это рассказала, я с ней даже, кстати, записала с ней подкаст небольшой, посмотрите, это вообще первое мое начало на Ютубе 2 года назад, Ирина ее зовут. И она прям там тоже рассказывает. Я прям карточки разрезала, сделала карточки, как мы английские слова, помните, в школе учили неправильные глаголы? Да. Вот она прям сделала такие карточки с эмоциями, и она вот так эмоции учила по карточкам. Что это так? Это называется так. А что в это время я должна чувствовать? А как это в теле? А из-за чего вот это происходит? Потому что в детстве что там опять детство? Детство. Я вообще за то, чтобы не делать виноватыми мам и пап. Но на самом деле большое внимание голове и маленькое внимание тому, а что с тобой происходит, моя девочка? А что ты сейчас чувствуешь? Потому что нам говорили... Так, не плачем. Хорошие девочки себя ведут так, соберись. Не может быть, что ты сейчас это чувствуешь. Мама, у меня болит зуб. Ерунда, не придумывай, это просто в школу не ходишь. И в итоге в детстве что происходит? Или даже, например, ребенок говорит, я наелся. Мам, я не хочу больше. В смысле ты не хочешь? Нужно доесть.
мам, я сытый. Нет, ты не сытый, я лучше знаю, сколько тебе там по граммам, по калориям, по всем этим нужно. И ребенок, он же верит маме, ну как бы мама, она же лучше знает до определенного времени, фигура, да? И ребенок такой, так, значит, то, что я сейчас чувствую, это неправда. И неправильно. И неправильно, и такого не может быть. Мама же сказала, что я должен съесть это. Я ей говорю, что я голоден, а она говорит, нет, ты не голоден, ты должен доесть. Вот чистая тарелка там за бабушку, за маму, за папу ложечку. И все. И вот таким образом мы начинаем отрубать свои чувства. То есть мы начинаем не доверять тому, такое что с нами происходит. Да, эмоциональное. То есть нам выгоднее было быть удобными, нежели настоящими. Потом накладываются различные социальные нормы, потом накладывается история, что мы начинаем думать, что это не так важно, да, и идем вперед только умом. Друзья, ну вы поняли, да, что если у тебя есть мозг, то его надо использовать, и использовать по назначению. И самое главное, следить за ним, питать его. Самое главное, чтобы у мозга не было гипоксии. Его нужно питать, не заливать его стрессом и глюкозой. Эффективность вашего мозга зависит напрямую от работы кишечника, от того, насколько вы выводите аммиак из организма, как вы справляетесь с нейромедиаторами. И для того, чтобы работа мозга была на максимальной эффективности, я советую вам пройти сначала чекап, затем разобраться с базовыми вещами, и тогда вы увидите, насколько прекрасен и красив ваш мозг, какие вещи креативные, творческие он может вам выдавать. Вы просто попробуйте. Мы делали это очень много раз. Наши клиенты чувствовали себя, как будто они вышли из тумана, как будто им помыли мир, как будто им вернули радость жизни, только потому что мы разблокировали мозг для того, чтобы он мог творить. И в итоге мы очень многое теряем. Это не значит, что нужно только на эмоциях идти. Это значит, что целостная личность, гармоничная, это когда мое тело, мои чувства и мои действия не расходятся друг с другом. Я знаю, что со мной происходит, я знаю, что с этим делать, я знаю, как с этим работать. И, соответственно, я не трачу энергии на маски, на зажимы, на притворство, на вранье и так далее. Анна идеально работает вообще, просто прекрасно. Ты Да. не тратишь энергию. Вот Да. все в моменте. И это, кстати, это и есть тот мостик к быть здесь и сейчас. Потому что ты, Конечно. если в правде, то ты реагируешь только из того, что у тебя сейчас в данный момент есть. Конечно. И ты не тратишь энергию на то, чтобы запомнить, так, этому я сказал вот это, этому я сказала вот это, здесь нужно улыбаться. Да, мы можем чувствовать себя сегодня грустными или злыми, или расстроенными, но это не значит, что я злая. Я женщина, которая испытывает злость. И я знаю, что мне с этим делать. И да, если мне сейчас, например, ситуация в силу каких-то этических норм не позволяет эту злость выразить в моменте, я точно знаю, как я с ней поработаю, когда я из этого момента выйду, и я не останусь у себя в долгу. То есть я не лягу спать с этой злостью. Да. То есть я знаю, что с этим делать. Конечно. Да? Самое главное, я знаю, что с этим делать, и я не живу у себя в долгу. Анна, а я хочу, эффективно используя наше время, задать вам еще пару вопросов из чата GPT. Давайте. Вы пользуетесь чатом GPT? Да, мы пользуемся чатом GPT, безусловно. Это тоже очень такая интересная история с чатом, потому что доверять всему точно нельзя, но он классный помощник. Очень классный помощник, потому что, представляете, у меня есть клиенты, которые сами себе, но это не руководство к действию, сами себе прописывают протокола лечения через чат GPT. Понятно, это очень опасная история, но мы используем чат GPT для того, чтобы смотреть тренды, исследования. И вот, допустим, мне сейчас даже больше, чем чат GPT, нравится история с DeepSeek. И, готовясь к нашему подкасту, я попросила его дать обзор новейших данных в нейробиологии стресса и методов его снижения. И вот мне хотелось бы с вами поговорить про эту тему, про нейропластичность. Отличная потому что тема. мне уже за 40, и я все время думаю, как бы продлить молодость мозга. Мне не так важна молодость там, кожи, лица и еще чего-то. Но не настолько Зачем важно. нам красивая кожа, если у нас отключился мозг? Да.
Вот давайте про это поговорим, потому что Давайте. для меня нейропластичность, и вот одно из ярких открытий последних лет является нейропластичность взрослого мозга. И в 2022 году было показано, что в мозге взрослого человека существуют миллионы так называемых тихих синапсов, незрелых контактов между нейронами, которые находятся в неактивном состоянии до поры до времени. И представляете, это для нас классная новость, друзья. Для Конечно. женщин 40+, и мужчин 40+. Да. Давайте раскроем эту тему. Шик. Давайте раскроем, потому что... 30% синапсов тихие. Ну, помимо того, что у нас есть синапсы, которые не задействованы до определенного времени, у нас с вами есть запас стволовых клеток в головном мозге, из которых при определенных условиях могут образовываться новые нейроны. То есть не только новые нервные связи, но и непосредственно сами нейроны. И это называется нейрогенез. У нас есть нейропластичность. Так мы же думали, что он заканчивается, и все. Нет, на самом деле мозг продолжает эволюционировать. Это единственный орган, который продолжает эволюционировать вместе с нами, если мы создаем для этого условия. И мозг ребенка и мозг взрослого – это два разных мозга. Мозг ваш и мозг мой – это тоже два разных мозга, как отпечатки пальцев. Потому что такое нейропластичность? Это способность нашего мозга меняться под воздействием полученной информации и приобретения новых навыков. Поэтому я говорю о том, что, не только я, это нейронаука говорит о том, что единственный способ сохранить молодость мозгу – это обучаться новому. Причем не только обучаться, но и внедрять эти знания в действие, то есть не складировать это все, а внедрять. И получать пользу в результате того, что ты делаешь что-то новое. Но при условии, что ты обеспечиваешь мозгу техническую возможность эти связи строить. То есть ты обеспечиваешь его определенными ингредиентами, правильными. А что это для вас ингредиенты? То, что нам необходимо, чтобы митохондрии синтезировали энергию, чтобы образовывались те же самые нейромедиаторы, чтобы была возможность у мозга проводить эти самые нервные импульсы. То есть это витамины, минералы, белки, все то, что... Это как минимум группа В, да, безусловно. Обязательно То есть это белки, да, то есть это белки, это омега, это обязательно достаточный уровень глюкозы. То есть первая причина срыва самоконтроля и того, что мы не можем принимать взвешенные решения, это падение уровня глюкозы, потому что глюкоза – это важнейший и самый правильный источник энергии для мозга. Ну вот смотрите, сейчас вас люди поймут, что надо бы конфетку съесть. Так и понимают. Так вот и понимают. Сейчас у нас будет отдельный другой подкаст про подготовку детей к госэкзаменам, и вот мамы сами намеренно ребенку перед экзаменом складывают шоколадки, конфетки, говорят, он же сейчас идет на экзамен, ему же нужна глюкоза. Конечно, то есть быстрые углеводы, шоколадки, конфетки и все прочее – это экстренный способ поднять уровень глюкозы, если вдруг так получилось, что вы по каким-то причинам забыли пропустить прием медленных углеводов. То есть важно поддерживать уровень глюкозы с помощью медленных, сложных углеводов. Вот это принципиальная разница, потому что поговорим об этом. Да, потому что сахар рафинированный, его в природе нету, и это сильнейший источник срыва дофаминовой системы, сильнейший, потому что он дает очень большие скачки и большие дофаминовые ямы вслед за этим. Поэтому ребенок съел шоколадку, а через 20 минут у него дофаминовый провал случился. Экзамен начал, но закончить как-то... Да, сижу, туплю. Вот поэтому лучше правильно покормить, но об этом поговорим в следующем подкасте. Так, получается, что мне делать? Я пошла учить языки, петь песни? Там есть какой-то рэнкинг наиболее эффективных упражнений для нейропластичности? Смотрите, главное, чтобы вы делали что-то по-другому. Знаете, французы говорят, что первый признак старения мозга, когда вы не хотите в свою жизнь пускать ничего нового, потому что на все новое нужно как раз-таки больше энергии. То есть чем больше ваш мозг стар, или чем больше он в дефиците по энергии, тем больше вы сопротивляетесь изменениям и всему новому. Боитесь их, не хотите идти, прокрастинируете, идете в откаты. Поэтому что вам нужно делать, чтобы ваш мозг не старел? Прежде всего, наладить сон. Вот я буду об этом говорить всегда. Наладить сон, потому что мелатонин в том числе это важнейший антиоксидант. И
вещество, которое способствует в том числе молодости, как внутренней, так и внешней. Не зря все звезды Голливуда после 40 начинают его применять. Не с точки зрения налаживания сна, а с точки зрения антиоксидантной защиты. Но только после... А вы сами принимаете? Вот я верю в субфизиологичные дозы, потому что... Безусловно, когда в этом есть необходимость, как гомеопатическая история, это может идти, конечно. То есть, мелкими, маленькими. Да. Вот. Но опять-таки здесь очень важно понимать, это должен назначить врач, даже не DeepSea, не GPT-чат, потому что у нас с вами есть критическое мышление, потому что мы профессионалы, мы смотрим информацию, мы можем ее оценить на достоверность. А человек, который не имеет отношения к медицине, но он имеет большие риски. Он же не пойдет потом GPT-чату с претензией или с иском, или с вопросом. А к нам можно. А к нам можно, да, а к нам можно. Приходите, обращайтесь, конечно. Да. Ну и потом, это все-таки... Вот я, кстати, сейчас мы собираемся делать стартап один, ну так балуемся, да, с ИИ, да, и я заметила, не в обиду врачам, у меня самой клиника, я как будто сейчас стреляю себе в ноги. Хочу сказать, что да, возможно, DeepSeek, ChatGPT даст вам даже больше и глубже информацию, соберет еще больше исследований, чтобы оправдать тот или иной препарат. Но что не делает, пока ИИ не может собрать анамнез. Конечно. Никак не может собрать анамнез. Что делает врач? Он же в том числе смотрит на... Чувствует блеск вас. глаз. Да, на тот самый блеск глаз, на покровы, на физиогномику. Но на самом деле, Айсель, я вот хочу сказать очень важную вещь. Не нужно бежать от искусственного интеллекта или делать вид, что его не существует, или считать его своим врагом или конкурентом. У думающего специалиста ИИ никогда не станет конкурентом, но станет прекрасным помощником в быстроте обработки данных, в поиске данных, в аналитике и так далее. И да, какую-то часть врачей, которые не развиваются, вполне возможно, очень скоро искусственный интеллект сможет заменить, потому что людям нужна скорость информации и людям нужен результат. Поэтому здесь вопрос, опять-таки, в той же самой насмотренности врача, в постоянном контакте с пациентами. Я буквально... До Алматы была в Праге, у нас была большой конгресс международный, ежегодный, контроверсии в неврологии. И нам показывали, прям демонстрировали различные устройства, приложения, которые уже на гаджет загружаются, для того, чтобы оценить старт, например, тремора, который появляется в руках. То есть его еще не заметно, а телефон уже... да? Да, телефон уже подрагивает. Или когда интерфейс оценивает симметричность лица, там есть ли какие-то признаки инсульта или нету, есть ли какие-то признаки дегенеративных заболеваний, а замедлилась ли скорость речи. И очень скоро будут очень большие платформы, которые будут прямо автоматически все ваши данные ежедневного времяпровождения загружать, анализировать и выдавать вам зоны риска. Кроме пальпации. Поэтому, доктора дорогие, Конечно. вспоминаем пальпацию старую, добрую, потому что Конечно. вот эти все висцерологи, остеопаты, вот это работу руками никто заменить не сможет. Никто не может заменить, поэтому врачи, пожалуйста, да, работа руками и именно аналитическая обработка данных, которые дает тебе GPT-чат, которые тебе дают анализы, которые тебе дает история осмотра пациента. Потому что просто один анализ, вырванный из контекста, это ни о чем, это никакой информативной значимости, ценности не несет. Мы же как детективы работаем, мы раскладываем это все, анализируем, смотрим, и только потом можем о чем-то сказать. Человек — это сложно устроенная система. Очень. И такие очень много двигающихся платформ, как мы говорим. Да. Очень интересно. Анна, получается, нейропластичность мы развиваем. Вопрос такой, я очень люблю субстанции. Хотелось бы немного об этом поговорить. Понятно, сон, понятно, мы идем плясать, учить языки, китайский, ездим, путешествия, кстати, я заметила. Путешествие — это прекрасно. Места. Это как раз стимуляция новых нейронов, не только связи, но и новых нейронов. Новых нейронов. Да. А вот чем бы вы поддерживали? Я, например, люблю ежовик гребенчатый, из таких вот биохакерских штучек. Да, ежовик очень популярный в последнее время. Я не изучала его плотно, но, тем не менее, те статьи, которые я читаю, говорят в пользу ежовика. Омега — это всегда. То есть, всегда любовь. Да, это любовная любовь, и прям нужно пить длительно. Я очень люблю коэнзим.
Я очень люблю бихинон, то есть то, что работает именно на дыхательную цепь митохондрий. А я иногда могу, когда мне нужна история с дофамином, поговорить, например, подумать в сторону муконы жгучей, который тоже, да, является предиктором образования дофамина. Но опять-таки только если это вы сейчас берете в свою копилку, только после назначения врача. Вот. И я очень люблю различные истории про то, что содержится, вот кверцетин, то, что содержится в ягодах, то, что содержится в темных ягодах, ягодах, да, антиоксиданты, то, что вот как раз-таки помогает нам очень хорошо бороться со свободными радикалами, с тем, что вызывает старение. Да, вот сейчас в следующем подкасте мы с доктором поговорим также на влияние аммиака, отеки мозга, гистаминовые все дела, будет интересно. А как вы относитесь сейчас, очень многие, это такая тема, мы сейчас идем немножко в серую зону, но я хочу ее затронуть, потому что много запросов у меня. Мои знакомые клиенты всегда меня спрашивают: Аселька, как ты относишься к айаваске и всяким чангам? Вот все стимуляции диметилтриптамина, это и молекулы Бога. Ну, диметил, это не молекула Бога, я бы не стала так ее называть, да, потому что это психоделик на самом деле, да, наш, естественно. Почему и нету, собственно, большого количества исследований? Потому что они не считаются этическими и не проходят этический комитет. Все исследования направлены в эту сторону. Но весь Бали это делает. Бали для этого, видимо, и создан, потому что в любом случае это воздействие на МАО-систему, моноаминооксидазную систему. И это история про то, что мы в итоге все равно выжигаем дофамин и все, что относится к этой истории, искусственно стимулируя те самые системы мозга, которые сначала дают вот это якобы открытие каких-то там порталов, но в итоге все, что чрезмерно, все, что гиперстимулятор для нашего мозга, это игра с дьяволом, я бы сказала так. То есть вы сами против такого? Ну, например, у меня один коллега недавно был в темном ретрите. И он объяснил прям биохимию, как происходит. Что такое темный ретрит? Ты заходишь в темную комнату, и он сказал, что это делал и Сократ, и Аристотель, и все философы древнейшие. Помните, у них даже в трактатах есть отсыл на тайную комнату. Так вот, оказывается, имелось в виду, что тайная комната — это такой аскезный темный ретрит, в котором тебя заводят в темную абсолютно комнату. И на третий день, оказывается, твой организм, потому что ты в кромешной темноте находишься, ты спишь, потом просыпаешься, спишь, не знаешь, какое время суток, какое время, то есть теряешься, и на третьи сутки твой организм думает, что он умирает, и начинает выбрасывать рекордное количество диметилтриптамина. А что такое диметилтриптамин? Это молекула, которая вырабатывается в природах максимально, чтобы снизить вот эффект боли, да, и при смерти. Поэтому вот эти все галлюциногенные эффекты. И он говорит: так вырабатывается диметилтриптамин без субстанции, что ты просто начинаешь, у тебя темно, а тебе светит вот такой яркий свет. Ты думаешь, что все, и начинаются инсайты. На самом деле не все так однозначно, потому что когда идет полностью отключение от внешнего мира, это же очень мощное дофаминовое голодание. То есть у вас нету гаджетов, у вас нету новостей, у вас нету ничего интересного, у вас нету сахара, у вас нету того, что стимулирует или перестимулирует дофаминовую систему. И уже сама по себе история дофаминового голодания, она очень полезна. Поэтому раз в неделю просто убирать телефон из своей жизни – это уже перезагрузка мозга для современного человека просто на 1000000%. Просто на 1000000%. А диметилтриптамин-то откуда берется? А диметилтриптамин, еще раз говорю, я не могу на эту тему рассуждать, например, как ваш коллега, потому что, во-первых, научных исследований, больших, когортных, поскольку они не считаются этичными, еще раз говорю, не существует. Личного опыта у меня нету, но мое отношение ко всем вот таким экспериментам со своим мозгом, которые очень неоднозначны, оно отрицательное. Это мое личное мнение, потому что я считаю, что перезагрузить мозг в плане креатива, в плане творчества, в плане поиска решений можно гораздо более этичными и, самое главное, безопасными способами. Например? Например, опять-таки, дофаминовое голодание. Аскеза.
дофаминовая астеза, когда вы просто уезжаете куда-то. Почему вы думаете, так хорошо работает мытье полов в каких-нибудь индийских храмах за бешеные деньги? Да? Потому что нету телефона, потому что вы делаете простую понятную работу, потому что у вас простая понятная еда, и сейчас японские ученые доказали, что общение с природой как раз-таки стимулирует очень хорошо не диметилтриптамин, но те структуры, которые перезапускают мозг и дают вам возможность по-новому взглянуть на происходящие вещи, особенно прогулка в хвойном лесу. Поэтому, когда вы выезжаете куда-то на природу, едите простую, понятную мозгу еду, несложно сочиненную и гипервкусную, а простую, понятную: вареная картошка, вареное мясо, яблоко с дерева. И огурец. Да, ходите босиком по траве, дышите воздухом и хотя бы неделю не лазите в телефон, да пусть 3 дня, пусть день, сколько вы можете себе позволить, и меняете вот эту картинку на простую, понятную, то это прекраснейший способ, совершенно бесплатный, но только что доехать до этого места вам нужно, да? Ну, это большая роскошь для многих сейчас. И это, хотя бы с этого начните, друзья, это та вместо самая вопросов роскошь, про айаваску. Конечно. То есть у людей, в принципе, есть склонность к такому магическому мышлению, к ритуальности, то есть найти что-то, что помогало Сократу. Но, опять-таки, никто не жил из нас в то время, когда жил Сократ, и можно все что угодно додумывать. Да? Этим тоже грешат историки, все те, кто ссылается на то, что было именно так. Тайная комната. Да, тайная комната. Может, тайная комната, может он там сидел спать туда, в туалет. Да, спал он там, например, спокойно, чтобы его поклонники, да, и ученики, и страждущие не дергали. Но на самом деле нахождение в тишине, лучшая музыка – это тишина. Нахождение в тишине дает тоже полнейшую перезагрузку нашему мозгу. Кстати, друзья, да, я хочу в Алматы привезти. Представляете, в Дубае я была в этой штучке же. Она нереально крутая. Да? В общем, в Дубае... Вы слышали, конечно. Да? Вы знаете, да, что там глушатся да, абсолютно глушатся все звуки. Глушатся не только звуки, но и частоты. То есть все частоты, да. Потому даже... что у нас звук проходит как по воздуху, так и по костной проводимости. То есть ты абсолютно в таком вакууме информационном. Прикиньте, там, короче, такая камера, в которую тебя кладут, и там заглушается весь внешний мир полностью, представляете? И даже, говорят, гасится вот резонанс этого Шумана, да, и все, и ты реально попадаешь в космос. Да. Вот вам, начните до айаваски, до темных комнат, начните, вот полежите в этой кабинке, вы офигеете. Да просто если вы 3 часа в день позволите себе роскошь ни с кем не разговаривать, но при этом в телефон не лазить, хотя бы час в день, вот час в день, на речь уходит огромное количество энергии, огромное. То есть речь – это сложная функция нашего мозга, она очень энергозатратная. Поэтому просто час тишины, час молчания, но при этом, чтобы не было телефона. Это круче любого айваска. Реклама тишины. А вы знаете, я проводила марафон, и у нас был день тишины. Никто не смог его сделать. То есть вообще я сама с 3-го захода, по-моему, зашла. Моя семья думала, что я сошла с ума. Да. Очень много было внешних триггеров. То есть вообще маме, семейству вообще невозможно молчать, потому что все думали, что я что-то готовлю. И так интересно, что там есть, оказывается, еще момент такой, как говорит мой любимый нейробиолог Хюберман. Он говорит, что если вы едете на важную встречу, у вас мало энергии, вот в тот день не слушайте музыку со словами. Нужно слушать просто классическую музыку, тишину, белый шум, потому что речевой анализатор включается на любую песенку, которая звучит на Люкс FM. Мы недавно в моей клинике проводили, как раз скоро будут тоже на YouTube такие рилсы, когда записывали электрическую активность мозга, в том числе во время прослушивания музыки. Вот мы смотрели, значит, классическую музыку, мы смотрели то есть песни на родном языке, песню на незнакомом языке, и когда идут песни, слова, которые ты понимаешь, тут же включается височная доля, тут же включается лобная, тут же начинается аналитика, потому что... Ассоциации пошли. Конечно, ассоциация, особенно если песня такая жалостливая там, или с чем-то связана. То есть слово – это важнейший код для мозга, он запускает мощнейшие процессы.
Поэтому, да, безусловно, это очень важная рекомендация. Но час тишины не нужно вот целый день. День это сложно. Очень сложно. Вообще мозг наш может идти в изменения без паники, если они занимают не более 10% от того, что ему уже понятно. Поэтому, когда вы сразу на 100% там все меняете, для него это паника, Постепенно катастрофа. меняем. 10%. Ну, то есть вот вы сколько вы бодрствуете? 16 часов. 16 часов вы бодрствуете. Вот, значит, 1,6 часа – это как раз-таки 70 минут. Друзья, пожалуйста, помолчите час. Да, как мой муж мне говорит, заткнись, воткнись, тебя здесь нет, можем помолчать. Да. Помолчите час и напишите нам в комментариях, как у вас, какие просто инсайты случились. Своих близких предупредите, что это не подготовка к чему-то страшному, а это просто терапевтическая практика. Мама, ты обиделась? Да. Нет, не обиделась. Я не обиделась. Сделайте, напишите нам в комментариях, и за самый интересный инсайт от тишины, который вы получите, вы нам закидываете на Каспи деньги, а не мы вам. Анна, так интересно, и у нас, оказывается, совершенно не осталось времени, но пусть будет так, вкусновато, но маловато, Да. чтобы у вас дофамин держался до следующего выпуска. Спасибо большое, я кайфанула от нашей беседы. Вот я сейчас в моменте прям кайфую, наполненная. Да, вот он дофамин и серотонин сейчас пошел. Да? Да, конечно. Когда мы что-то интересное, новое узнаем, дофаминовый буст поднимается. Это очень интересно. Общайтесь с интересными людьми, у вас всегда будет вот такое. Да. Дофамино-серотониновое свечение. Да. Я вам очень благодарна. Взаимно. Подпишитесь, пожалуйста, на Анну Прохорову. Я надеюсь, что мы еще с вами встретимся и Я что-нибудь тоже так интересное думаю. сделаем. Однозначно. Спасибо, что пригласили. Спасибо.